Слава Украине! Привет всем от Полонского. Ну что, ребята, есть, скажем так, требования США к Украине для заключения мирного соглашения. Как обычно, скажем так, это неофициально. И то, что я буду сейчас говорить, это, скажем так, информация Wall Street Journal, то есть является ли она достоверной, каждый может решить сам для себя. Наверное, на 100% достоверной она не является, но нет дыма без огня. Все-таки подобные издания имеют инсайды свои в администрации Соединенных Штатов, в администрации президента США. И, соответственно, скажем так, хотя бы что-то здесь, но является правдой. Итак, что предлагает администрация Трампа Украине? Прежде всего, я скажу, что это однозначно, если это правда, вот все, что дальше я буду говорить, мы будем говорить приставкой «если это правда». Итак, если это правда, то это скотство в высшей степени. В высшей степени. И американская администрация просто показала то, что они предатели, что они ненадежны, и что с ними лучше дела не иметь. Ну, это мое личное мнение. Да. Итак, что они говорят? Мы должны, вот тут не совсем ясно, то ли мы должны признать Крым российским, то ли Соединенные Штаты Америки должны признать Крым российским. Если я так не ошибаюсь, то в США есть закон, по которому президент не имеет права признавать Крым российским. Ну, по-моему, принимался такой закон. Но как Трамп собирается решать эту коллизию, если это все правда? Ну, не знаю, наверное, республиканцы там верноподданные проголосуют за Путина. Сразу Путина президентом Америки проголосовали. А что, тоже нормально было бы. Все равно так это и есть фактически. Да, значит, итак, что они еще хотят? Значит, мы должны полностью отказаться от НАТО и отменить курс на НАТО и выйти из стран, которые добиваются членства в НАТО. Вот так вот. Ни больше, ни меньше. Ну, сокращение украинской армии они не требуют. В основном, да, 4 области, вот это самое главное. 4 области, которые путинские бандиты захватили в 2014 году и вот сейчас, ну, частично, никем не признаются, но фактически остаются у путинцев. То есть они не возвращаются на предыдущие позиции. Да? Никакого отката нет, кроме Запорожской атомной электростанции, которую США хотят забрать себе. Замечательно. Вообще охренели. Забрать себе, установить под свой контроль и значит, распределять электроэнергию в сторону Украины и в сторону оккупированных путинскими бандитами территорий. Вот так. То есть это подразумевает якобы то, что рашисты должны отступить из района Энергодара. Ну, Энергодар и Запорожская атомная электростанция. Где-то вот так. Дальше, что еще? В этом предложении, это предложение Соединенных Штатов, в этом предложении США не требует сокращения украинской армии и не исключает возможности дальнейшей военной поддержки со стороны Запада или развертывания европейских войск в Украине. И также США не дают никаких гарантий безопасности Украины. Об этом вообще речь там не идет. Вот так. Вот если это правда, то вот это то, что сейчас предложили как Соединенные Штаты, предложили как Украине, так и России. Ну, скажем так. По поводу официального признания Крыма российским, тут даже об этом разговора идти не может. Это требует... Есть границы Украины 1991 года. Они внесены в Конституцию. И подобные вещи никакой президент, никакой премьер-министр, никакая Верховная Рада не может голосовать. Это только общенародный референдум. Сами понимаете, этого не будет. То есть такие вещи так. НАТО. НАТО, шмата в том виде, в котором оно сейчас существует, это шмата. Да, это не НАТО, это кусок лайна, с моей точки зрения. И действительно оно на сегодняшний день, ну, сами прекрасно понимаете, если сегодня, скажем, Путин нападет на Эстонию, не дай бог, постучу по дереву, если сегодня Путин, не дай бог, нападет, скажем, на Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Трамп будет защищать?
Кто-то в это верит. Кто-то, блин, ребята, мы о чем говорим? Какое НАТО? То есть НАТО, с моей точки зрения, в том виде, в котором оно сегодня существует, обышу. Это обышу, да? И оно меня вообще, как бы, это условие меня не напрягает от слова вообще. Вот. Ну, меня напрягают территории. Напрягают территории, и ни о каком признании, конечно же, Крыма российским речь идти не может от слова вообще. Ну, а на американцев мы в этом случае повлиять не можем. Теперь еще один момент. Смотрите, если эти условия действительно являются такими, как они там описаны в Wall Street Journal, то стоит ли нам их принимать? Ну, смотрите, Трамп является эдаким, я даже вот сейчас попытаюсь слово найти правильное, он является экономико-политическим выродком среди американских президентов, да? Ну, я сейчас очень мягко попытаюсь говорить, он очень нестандартный, да, он такой президент, аутист, что ли, или ну, блин, ну, он не такой, как все остальные, да, мягко говоря. И есть довольно приличная вероятность того, что он то ли не досидит свой срок по какой-то причине, там, известной американцам, ну, не знаю, как-то они там этот вопрос порешают, не знаю, не знаю. Вот. То ли досидит его до конца, а потом будет полнейшая ревизия в результате его вот этих необдуманных, глупых, глупейших, идиотских действий, будет полнейшая ревизия всего, что он сделал. Вот эти люди, которые вместе с ним громили офисы, американские офисы государственные, сядут в тюрьму на огромные сроки. Вот. И вообще вся его, как говорится, шараж-монтаж контора вокруг него сядет на очень долгие сроки в американские тюрьмы. Вот. И все, что он сделал, с большой долей вероятностью может быть подвержено потом пересмотрам. Вот. Поэтому заключать краеугольные какие-то договора с таким человеком, который, знаете, ну, мягко, я сейчас мягко скажу, ненадежен, мягко говоря, да. Вот он есть, а завтра там что-то там, я не знаю. Вот. Ну, это пыцки-мыцки. Понимаете, Америка сегодня в том виде, с которым это Трамп это все делает, это пыцки-мыцки. И с пыцками-мыцками какие-то там, я не знаю, краеугольные вопросы заключать, ну, это себя не уважать, это несерьезно. Более того, оно со стороны самих же США, когда придет следующий президент, все-таки надеемся, что страна свихнулась не окончательно. В Германии что же после Гитлера пришел уже там, да, кто там пришел уже? Ну, не Гитлер же, да. Вот. Так и в Америке оно, ну, есть вот, ну, вот чудо в перьях бегает там в этих оранжевых. Но после него же будет с большой долей вероятности человек нормальный, такой же, как все остальные были. Ну, плюс-минус, со своими недостатками, со своими тараканами в голове, но нормальный. Вот. И все, что это делает, будет пересмотрено. Значит, а что с ним заключать? Вот. Все равно это все будет пересмотрено через уже, может, 4 года или уже меньше, да, а может и быстрее, кто его знает, мы же не знаем опять-таки. Вот. А мы тут на этом построим целую, как говорится, коллизию, все построим, вот на этом вот целый такой, знаете, воздушный замок, а у которого фундамента нет. Бо в США что-то поменялось. Ага. Вот так вот. Поэтому, с моей точки зрения, если это все выглядит действительно в том виде, в котором Wall Street Journal пишет, конечно же, ни на какие территориальные компромиссы идти нельзя ни при каких обстоятельствах. Ну, тут один компромисс, это, собственно говоря, Крым. По Крыму. Крым это Украина. Все, тут не о чем разговаривать. Еще раз говорю, на позицию Штатов мы повлиять не можем. Если они считают нужным признавать Крым российский, ну, значит, флаг им в руку. Но в таком случае, сами понимаете, с такой страной вести какие-то дальнейшие переговоры там, о редкоземельных металлах, и вот эту всю лабуду, вот эту всю, ну, не надо, просто не надо. Вот. Будем надеяться, что они такого не предлагали все-таки. Что у них хватило кебы или клепки не предлагать официально признавать Крым российским. Ну, посмотрим. Пока еще раз говорю, это вилами по воде описано. И вот так вот, друзья мои, да. Еще один момент. Смотрите.
фактически Путину Трамп не предлагает вообще никаких поступиться. О чем он ему предлагает поступиться? Запорожская атомная электростанция, захваченная у нас же. То есть он вообще он его просто как бы подарил ему кусок Украины, грубо говоря, а от него не требует ничего. Более того, хочет еще и отхапать Запорожскую атомную электростанцию. Кстати, русским большой привет. Ваши солдаты духли для того, чтобы Трамп вот забрал себе Запорожскую атомную электростанцию. Это так, к слову. Тоже, ну там у них тоже свои начнутся процессы в этом случае. Бурление дерьма в Москве, да? Но это отдельная история. Вот, то есть, как я и правильно предполагал, если это все правда, то наезд будет на Украину. Плевал он на то, что на нашу всю добрую волю, я имею в виду Трампа, плевал он на все, что мы там соглашались, а Путин не соглашался ни на что. Он вообще, он хочет максимально быстро за счет Украины все это дело закончить. Вот. А нет, я выхожу из переговоров. Я скажу одно. Ты выходишь за переговоры, значит, развернулся, вон дверь, пинка под... И пошел курсом русского военного корабля вот туда. Вот. А у нас есть и другие переговорщики, которые нам помогут в переговорах. Это может быть Великобритания, Франция, те же Эмираты, тот же Оман. Ну, много есть людей, которые согласны выполнить определенные функции посредников. Вот. А что Трамп? Что он нам такое? Помощь прекращает. Ну, там от Байдена уже крохи остались. Значит, это нет, разведданные нет. Ну, Старлинки вряд ли отключат, уже есть альтернатива. Ну и все. А зачем ты нам нужен вообще? Ты кто такой? Что мы из-за тебя, из-за какого-то сбаламошенного, оранжевого того вот херлы-мерлы будем менять свои границы. Вот и весь наш ответ этому херлы-мерлы.